Добрый день, дорогие пекари! Сегодня мы снова продолжим разбирать дефекты хлеба. И после прошлого выпуска возникли вопросы, а как же понять, что с закваской что-то не то? За закваской нужно понаблюдать. Я думаю, что сегодня мне поможет вам об этом рассказать моя соведущая. Знакомьтесь, это кошка Пышка. Пышка – пекарская кошка. Я думаю, что с ней мы подробно сегодня расскажем, как же выглядят здоровые закваски и как понять, что с вашей закваской что-то не то. Во-первых, посмотрите на нее и оцените ее цвет. Если закваска здорова, то она имеет цвет либо белый, сейчас мы говорим о пшеничных заквасках, либо белый, либо легкий кремовый. Если у вашей закваски серый цвет, темный, коричневатый, значит, что-то с ней не так, значит, там завелась посторонняя микрофлора, и стоит вашу закваску либо обновить, почаще кормить и поактивнее кормить, увеличить пропорции кормления, либо лучше эту закваску выбросить и завести новую. Вывести закваску, кстати, совершенно несложно. Второй момент. Наблюдайте за поведением вашей закваски. Если при хранении она расслаивается, отходит водой, опять же, что-то с ней не так, скорее всего, вы ее передерживаете в холоде. Кормите ее почаще, и она отзовется хорошим ростом и очень вкусным хлебом. Что еще может быть не так с закваской? Вы видите, что она пошла пеной на поверхности. Прямо на поверхности появилась мелкая пенка. Это значит, что закваска уже перекисла. Вы пропустили пик, и стоит снова ее покормить, дождаться пика и только потом брать в замес. Иначе, если вы возьмете в замес перекисшую закваску, она вам даст слишком кислое тесто, и хлеб получится кислым. Обязательно пробуйте и нюхайте свою закваску на разных стадиях созревания. Оценивайте ее запах и вкус. Если она очень кислая, пахнет уксусом, либо ацетоном, это опять же означает, что она слишком долго находилась в холоде, перестояла, накопила избыточную кислоту, или она у вас проголодалась. Ее обязательно нужно покормить, при этом увеличив пропорции от обычных, например, в 2-3 раза, и она у вас обратно оживет и будет снова пышной и ароматной. И очень важный момент, после которого вы сразу должны выбросить свою старую закваску и приступить к выведению новой или к поискам покупки новой закваски, это плесень. Как только плесневый грибок завелся в вашей закваске, стоит ее выбросить и завести новую подружку-закваску. Ну а на этом все. Такая у меня теперь прекрасная соведущая. Будем продолжать вам с ней рассказывать о выпечке, о заквасках. Ставьте лайки этому видео. Мы с вами продолжим печь и испечем еще много всего интересного.